В районе Гарфилд на улице Блэк-стрит местный бизнесмен купил старый двухэтажный дом под номером 5445. Он планировал отремонтировать его и продать. Спустя несколько недель после покупки бригада строителей взялась за дело. Никто и представить не мог, что они обнаружат жуткую находку, которая позволит открыть страшную тайну. «28 февраля строители работали на заднем дворе дома 5445. Им предстояло провести реконструкцию террасы. Убрав деревянный настил, бетонную плиту, кирпичи и мусор, работники увидели торчащую из земли кость. Немного копнув, они обнаружили еще несколько костей и человеческий череп. Строители сообщили о страшной находке новому владельцу дома, а тот немедленно вызвал полицию. Работы остановились. Полиция оградила территорию желтой лентой, и специалисты приступили к исследованию территории. Оказалось, на заднем дворе дома был закопан скелет женщины возрастом 30-35 лет. Полиции предстояло выяснить, кому он принадлежит и как там оказался. Началось расследование. Спокойствие жителей района Гарфилд пошатнулось. Это была не первая страшная находка. 2 года назад на соседней улице произошло двойное убийство. Застрелили сестер Вульф, Сару и Сьюзен. Тела нашли в подвале дома, в котором проживали женщины. Убийцей оказался их сосед. Несмотря на то, что на момент обнаружения скелета на заднем дворе дома 5445 убийца сестер уже отбывал наказание в тюрьме, жители города начали беспокоиться. А что, если 2 года назад задержали не того человека, и убийца до сих пор на свободе? Полиция поспешила заверить жителей, что эти два преступления никак не связаны между собой. После проведения экспертизы стало понятно, что обнаруженные останки пролежали в земле много лет. На костях совершенно не осталось мягких тканей. При этом они были целыми, без каких-либо повреждений. К расследованию подключили Терезу Рокко, которая в прошлом руководила отделом поиска пропавших без вести людей. Когда-то она жила по соседству с домом, где обнаружили скелет. Но сейчас Тереза уже была на пенсии и проживала в Бруклине. Она хранила у себя копии старых нераскрытых дел, о которых давно забыли. Перебирая записи, Тереза наткнулась на дело 30-летней Марселлы Крулчи. Женщина пропала без вести 19 ноября 1959 года. В тот день последний раз ее видели в местном ресторане. Марселла пообедала, вышла из заведения и бесследно исчезла. Не было никаких улик или подсказок. Женщину так и не удалось найти. Следователи допускали версию, что Марселла исчезла по своей воле. Она могла уехать из города, никого не предупредив. Но, как потом выяснилось, у женщины был сахарный диабет 1 типа. Она должна была ежедневно делать себе инъекции инсулина. Но при обыске квартиры Марселлы следователи обнаружили нетронутые запасы лекарств. Если бы женщина решила уехать, то обязательно взяла бы с собой жизненно необходимые препараты. Чтобы выяснить, могли ли найденные останки принадлежать Марселле Крулчи, следователи использовали ее стоматологическую карту. Экспертиза показала, что скелет принадлежит другому человеку. Тогда из архива подняли еще одно дело. В 1962 году пропала девушка по имени Мэри Энн. По странному стечению обстоятельств, она жила в тех же апартаментах, что и Марселла Крулчи, и также бесследно исчезла, не оставив никаких улик и зацепок. Проведение экспертизы с использованием стоматологической карты Мэри Энн показало, что останки ей не принадлежат. Когда следствие зашло в тупик, Тереза Рокко вспомнила старую историю. Когда-то дом под номером 5445 по улице Блэк-стрит принадлежал супружеской паре Альберту и Мэри Аркьюри. Они проживали в нем с 2 своими детьми. Тереза была очень близка с семьей Аркьюри и даже стала крестной матерью их дочери Донны, с которой по сей день поддерживает общение. Позже Тереза сказала, что как только появилась информация о найденном женском скелете, она сразу вспомнила о пропаже своей подруги, но не стала ничего говорить полиции. Она пыталась отогнать страшные мысли прочь. Все соседи отзывались о семье Аркьюри положительно. Альберт работал строителем, а Мэри занималась домом и воспитанием детей. Окружающие никогда не видели и не слышали скандалов. Аркьюри казались образцовой семьей.
Но осенью 1964 года произошло странное событие, которое всех повергло в шок. Альберт сообщил родственникам и знакомым, что его 36-летняя жена Мэри собрала вещи и ушла к любовнику, оставив его одного с детьми. Она хотела кардинальных перемен в жизни и просила не беспокоить ее. Куда и к кому она ушла, неизвестно. Женщина не оставила ни адреса, ни номера телефона. Альберт добавил, что давно знал об изменах жены, но мирился с ними, так как хотел сохранить семью. Никто не мог поверить, что Мэри была способна на такой поступок. Она была хорошей матерью и точно не оставила бы детей. К тому же сам побег был очень подозрительным. Никто не видел, как и когда уехала женщина. На момент этого происшествия дети гостили у родственников в городе Дармонд. А когда они вернулись, отец сказал, что мать их бросила и сбежала с другим мужчиной. Шли месяцы, а Мэри все не выходила на связь. Несмотря на то, что слова Альберта звучали убедительно, поползли слухи о том, что он причастен к исчезновению своей жены. Но лично ему или полиции никто не высказывал свои догадки. Официальных обращений в полицию с заявлением о пропаже Мэри не было. Но внучатый племянник пропавшей, Чарльз Сберна, утверждает, что его мать, сестра Мэри и другой родственник обращались в полицию с просьбой заняться поисками женщины. Но после разговора с Альбертом правоохранительные органы отказались принимать заявление. Они посчитали это семейным делом, в котором нет криминала. Якобы женщина по своей воле покинула мужа и детей. Через несколько дней после пропажи Мэри Альберт залил цементом участок земли на заднем дворе дома и принялся строить террасу. Это выглядело подозрительно, но соседи посчитали, что мужчина пытается справиться со стрессом, погрузившись в работу. Спустя 8 месяцев после исчезновения Мэри, а именно 8 мая 1965 года, произошла автокатастрофа, в которой погиб 40-летний Альберт. Его автомобиль на большой скорости врезался в кирпичную стену автосалона «Шевроле» на бульваре Баум. После проведения ряда экспертиз выяснилось, что мужчина был трезв, а автомобиль находился в исправном состоянии. Картина больше походила на самоубийство, чем на несчастный случай. Детей Аркьюри, 15-летнего Майкла и 16-летнюю Донну, забрали родственники, а дом вскоре продали. Чтобы выяснить, могли ли найденные останки принадлежать пропавшей Мэри, нужно было связаться с ближайшими родственниками. Тереза помогла найти дочь Аркьюри, Донну, чтобы та предоставила ДНК-материал. Так, 21 февраля 2019 года, благодаря ДНК-экспертизе, следствие установило, что найденный скелет действительно принадлежит Мэри Аркьюри. Наконец-то, спустя 55 лет, все узнали правду. К сожалению, по-прежнему остаются тайной обстоятельства, при которых не стало Мэри. Все улики указывают на то, что Альберт причастен к смерти своей жены. Но было ли это совершено преднамеренно? Или, может, это был несчастный случай? Мы никогда не узнаем. Тереза Рокко по сей день не может поверить в то, что Альберт мог причинить вред своей жене. Она помнит его как очень доброго, светлого человека. Он был приветливым и общительным. Незадолго до трагедии она узнала, что в семье Аркьюри не все ладно. Между супругами периодически были ссоры. Но ведь такое происходит и во многих других семьях, поэтому Тереза не придала этому значения. When you don't know where a person is for a number of years and you don't hear, and there's no indication that there's a communication of any sort, you generally have to think the worst. Never in my own thoughts believed that this woman had left, and I could never believe that this man had any involvement in her disappearance. А вот внучатый племянник Мэри, Чарльз, отзывался об Альберте немного иначе. Он со своей семьей некоторое время жил рядом с домом двоюродной бабушки и был частым гостем в ее доме. На тот момент ему было 5 лет. Мужчина вспоминает, что Альберт был злым, особенно по отношению к детям. У него часто возникали вспышки гнева. Яркими воспоминаниями Чарльза было то, что из-за непослушания своих детей Альберт неоднократно выкидывал их игрушки через забор. Чарльз предположил, что между супругами могла произойти ссора, а может даже драка, в ходе которой Мэри получила травму, повлекшую смерть. Также Альберт мог задушить или отравить жену. Судмедэксперты, исследовавшие скелет,
не обнаружили никаких повреждений, которые могли бы указывать на насильственную смерть. Поэтому до сих пор остается загадкой, что произошло в доме 5445 более полувека назад. Если бы Альберт был бы невиновен, вряд ли бы он стал закапывать тело жены на заднем дворе дома. И скорее всего он покончил с собой из-за того, что мрачная тайна стала для него слишком тяжелой ношей. Спустя полгода после завершения следствия новый владелец дома с жуткой историей по улице Блэк-стрит окончил ремонт и выставил его на продажу. Через несколько недель его купили за $400 000. Неизвестно, знают ли новые владельцы историю этого дома.